Всех приветствую на канале Меловой на крымских глинах. В общем, сегодня я заморочился, записал описание каждой глины, но сделал это в этот раз только по одной причине. Оно мне очень понравилось, потому что в основном у поставщиков либо нифига нет своего описания, либо оно слишком какое-то замудренное, непонятное, либо наоборот очень краткое. И в основном я делаю, как я записываю ролик и чисто по своим ощущениям составляю потом описание. Что-то беру из интернета, опять же, очень редко находится очень хорошее описание в интернете. А здесь я прям читаю, вот будто сам его составил. Мне оно прям очень понравилось. Особенно если взять вот по башкирским глинам, там то в описаниях написано, она не залипает, хотя по факту там просто жесть какое залипание. Поэтому я все-таки в основном свое описание составляю. Здесь оно вау, поэтому я решил его, скажем так, взять прям отсюда. Давайте, в общем, первая глинка начнем. Глина называется Таврида. Сейчас я вам ее покажу. Таврида имеет плотную структуру, достаточно твердая, но легко откусить. Хрустит и имеет кремний, за счет которого есть лишь незначительные поскрипывания. Очень вкусная, светлая глинка, свежая глинка. Вкус земляной, сливочный. Так, оставим это здесь. В общем, глина для меня, она вообще прям один в один. Давайте я, наверное, яркость сбавлю. Для меня, в общем, эта глинка один в один просто кимбрийка. У нее даже прожилки точно такие же. И цвет такой же, немножко зеленый, болотный, вот какой-то такой. Прям один в один кимбрийская. По запаху так не поймем. Давайте, в общем, будем пробовать, что у нас тут. Плотная структура, достаточно твердая. Ну, сейчас мы это и узнаем. Структура действительно... Ну, сначала похрущу, ладно. Ну, давайте пробежимся по описанию. Имеет плотную структуру. Структура действительно плотная, такая монотонная и достаточно твердая. Особенно это ощущается, когда вы ее пытаетесь расколоть. Ну и во время откусывания вся эта монотонность и твердость, она очень хорошо ощущается. Хрустит и имеет кремний. Глинка, как вы, думаю, в принципе и услышали, действительно имеет хороший хруст. Но при этом вот в этой самой кашице растворилась, которая довольно хорошо чувствуется этот кремний. Прям поскрипывает хорошо. Очень вкусная свежая глинка. Вкус земляной, сливочный. Со вкусом совсем полностью согласен. Но знаете, в чем дело? Она просто по вкусу полностью один в один в кимбрийку похожа. Сейчас я достану кимбрийскую. Кусочек кимбрийки и вот этот кусочек немножко различаются, но здесь бы я больше сказал, наверное, хотя если вот так взять, очень... Ну, короче, они просто практически в один-один. Кимбрийка будто более такая насыщенная по своему цвету. В ней точно так же попадаются вот эти вот черные пятнышки. И здесь точно такие же есть. Но здесь попадается кремний. Давайте попробуем кимбрийку. В общем, что я могу сказать? Очень похожие глинки.
Но в кимбрийской нет скрипа, а есть залипание. А в этой глинке в тавриде получается наоборот. Скрип есть, но залипание отсутствует. Опять же, оно отсутствует за счет того, что нету, есть залипание, есть скрип. И, соответственно, из-за того, что эти крупинки, они есть, они скрипу не дадут проявиться. Блин, не дадут проявиться залипанию, что я сегодня путаюсь так. Ну и кимбрий как будто бы помягче немножко. Но они реально по цвету просто вообще один в один. И примерно откусываются одинаково. Ну, кимбрийка чуть полегче откусывается. Опять же, я думаю, кусочек просто удачный подобрал. Что касаемо вкуса, они очень действительно похожи по вкусу. Ну и к этому описанию я, в принципе, с ним согласен практически полностью. В общем, давайте будем переходить к следующей. Будем оценивать именно по крымским глинам. Первая глина, ну, в принципе, интересная глинка. Пусть она займет оценку, допустим, предположим, 7 из 10. Переходим к следующей. Я такие глинки люблю не очень сильно, потому что, опять же, это же все залипание. Давайте попробуем закусить все это дело мелом. Я посмотрю, как оно будет сочетаться. Закусим песчаночкой. Кусочек попался, подвисло. Как я давно его не ел, такой вкусняцкий. Что ж, давайте следующую глину. Следующая глина у нас прополис. Вот она здесь находится. Плотная восковая глина откусывается глухо. Структура комбинированная, монолит и слоистая. Вкус приятный, сытный, нет вязкости. Сахарная крупинка, образованная в результате смешивания желтой и синей глины. Очень красивый слоистый рисунок. Давайте смотреть. Цвет у нас такой молочный, желтый. Ну, опять же, наверное, как раз таки из-за вот этого самого скрещивания. Вот он, этот рисунок. Глина называется прополис. Очень интересное название. Мне было интересно, почему именно такое название. Ну, вот как оказалось, из-за своей, видимо, сластинки. Ну, давайте пробовать. Итак, плотная восковая глина. Не совсем понимаю этого описания, но, возможно, имеется в виду сама структура глины. Откусывается глухо. Согласен. Структура комбинирования, монолит плюс слоистая. То есть она, ну здесь опять же тоже согласен. Она вроде бы такая рыхловатая, при этом монолитная. Это ощущается во время колки и во время откусывания. Вкус приятный, сытный, нет вязкости. Нет вязкости, опять же, означает то, что нет залипания.
Но оно присутствует в этой глине, причем такое неплохое. Сахарная крупинка, образованная в результате смешивания желтой и синей глины. Очень красивый слоистый рисунок. Сахарная крупинка. Давайте-ка еще раз попробуем. У меня там еще кимбрийка не прошла. Вот что-то какая-то крупинка прослеживается, но оно настолько незначительно и непонятно, что то ли это солинка, то ли это сластинка. То есть, ну вот настолько оно незначительно здесь. Чтобы от себя хотел еще добавить, глина довольно насыщенная пыльным послевкусием. Вот это мне понравилось. С мелом, когда только начинаешь пережевывать, вкус немножко неприятный. Но когда это все смешивается и уходит в кашицу, довольно вкусненько получается. В общем, данная глина получается, мне понравилась даже чуть-чуть больше, чем предыдущая Таврида. Поэтому оценка, ну, 8 из 10 пусть будет. И мы будем переходить к следующей. В принципе, по описанию согласен. Кроме залипания, вязкости написано, что нет. Оно здесь все-таки присутствует. Почти ушел. Почувствовал действительно вот эта вот сластинка. Она есть. Действительно сластинка. Не факт, что ее все почувствуют, потому что она вот прям вообще, как и сказал, микро-микро, еле-еле прослеживается. В общем, следующее. Сейчас еще прополис попробовал. Он более монолитный в местах, где вот молочный цвет. А где желтоватый попадается, там как раз таки вот эта рыхлость присутствует. И очень хорошо и отчетливо чувствуется сластинка. И прям, правда, мне даже и больше не сластинка кажется, а вот почему-то именно какой-то привкус меда, что ли, вот что-то такое. В общем, следующая глинка у нас шоколад. Она у нас вот тут. Данная глина твердая, вкус земляной с травяными нотками. Послевкусие сливочное нежное, при этом глина очень сильно хрустит. Можно сравнить с хрустом снега зимой. Присутствует скрип. Ну, по ней прям видно, мне кажется, что в ней присутствует скрип. Выглядит она, правда, восхитительно. Сейчас я вам покажу. В общем, ну, даже, наверное, чем-то на кирпич, что-то такое похоже. При этом цвет, правда, такой шоколада какого-то. В ней есть прожилки желтоватые. Давайте будем пробовать. Вкус прям все еще этого меда стоит. В конце сейчас мелок, крупинка попался, он мне прям помог. Что я могу сказать? Давайте сначала по описанию. Твердая, согласен, вкус земляной с травяными нотками. Ну, такой еле уловимый. Послевкусие сливочное, нежное.
Ну, тоже относительно согласен. При этом глина очень сильно хрустит. Хруст действительно очень хороший. Напоминает чем-то крымские глины по своей структуре. Можно сравнить с хрустом снега зимой. Ну, тоже, опять же, относительно согласен. Присутствует скрип. Ну, скрип тут прям еле-еле уловимый присутствует. А вот залипание здесь небольшое все-таки есть. Немножко прослеживается, тем не менее. Ну, или поменяем местами эти слова. Так, что еще могу от себя добавить? Вкус вот этот от орских глин, которые идут, по-моему, кирпичик. Еще парочка глин там было более рыхлых. Ну, похожи на некоторые орские. Вкус раскаленного кирпича немножко прослеживается. В целом глинка мне понравилась. Она хрустит, правда, очень хорошо. Любителям хруста и орских глин наподобие того же самого кирпичика. Но, опять же, она довольно отличается по структуре. И хруст у нее действительно просто божественный. Мне понравилось. Здесь, допустим, кусочек сейчас отломил сбоку. Прям отчетливый скрип чувствуется, и залипания в этом кусочке уже нет. Опять же, где больше залипания, это в том месте, где отсутствует скрип. Ну, по крайней мере, по данной глине. То есть, если в глине присутствует скрип, то залипания там не будет. Если она без скрипа, как, допустим, мы Астану возьмем, то, конечно, данная глина будет залипанием. По моей оценке, ну, 8-9 из 10. Мне понравилась данная глинка. Называется она «Шоколад». Очень маркая, красного цвета еще, блин. Поэтому это, конечно, да. В общем, переходим к следующей глине. Для начала я просто обязан мелком похрустеть. Давно вот такой валучик не приходил. Очень давно. Иногда раньше валучик, это было очень редко, но он приходил с горчинкой. Вот такой кусочек попался, и только он. Ну, в целом это еще Акбулак, наверное, подойдет под это описание. Ну, там действительно горчинка что надо чувствуется. Здесь я такого не ожидал сейчас. Следующая глинка называется Ливадия. Так внешне, если смотреть, очень сильно напоминает глину, ну, к примеру, Астана Идеал. По цвету, по структуре вот так, как выглядит. Описание: монолитная, плотная, но откусить легко. Во рту рассыпается на крупинки, лопается, как воздушный рис. Глинка без крупинок. Вкус сырости с молочными нотками. Не скрипит. Это радует. Это очень радует. Ну, действительно, глинка видно, что такая достаточно... Ну, чисто цвет молочного молока, он как идет, так и идет. То есть, никаких вкраплений, ничего в ней не виднеется. Давайте будем пробовать.
Но вкус очень насыщенный. Так, монолитная. Ну, в принципе, ладно, согласен. Плотная, да. Откусить легко, но не от большого кусочка. Это то же самое, что взять. По структуре, кстати, он очень сильно на глиномел подхож. Вот я к чему и начал про подвислое сейчас говорить, что подвисло тоже как бы вроде легко откусывается, по крайней мере для меня, но от небольшого куска, от большого достаточно сложно откусить, хотя все от поставки зависит. Во рту рассыпается на крупинки, согласен, лопается как воздушный лист, тоже в принципе согласен. Глинка без крупинок, ну, имелось в виду без скрипа, скорее всего, вкус, потому что здесь такая тавтология получилась, что глинка рассыпается на крупинки, глинка без крупинок. Вкус сырости с молочными нотками. Вот здесь я согласен, прям офигеть, как тут добавить даже нечего. Вкус действительно такой сырости, ну, мельком, скажем так, проскакивает, а молочные нотки, здесь такое чувство, будто ты вот только свеже сделанный кусок какого-то, не то чтобы сыра, ну, молочный, очень молочный вкус, насыщенный, очень насыщенный. Мне прям она понравилась этим. Не скрипит. Тут тоже согласен, скрипа мне действительно нет. Глинка вкусная, мне понравилась, с описанием в принципе согласен. По оценке 8,9 из 10. Напоминаю, оценку даю только относительно крымских глин, не в целом по ассортименту. В общем, вкусненькая. И структура у нее, конечно, вообще далека от Астаны. Структура у нее такая прям интересная, и из-за этого, соответственно, есть и этот самый хруст. А мы будем переходить к следующей глинке. Я, честно говоря, даже не припомню любую другую глину, которая бы настолько насыщенно вот этим молочным привкусом отдавала. В общем, давайте, следующая глина у нас мангуб. Мангуб. А вот и она. Цвет с предыдущей, кстати, очень довольно-таки похож. Есть, виднеются прожилки желтоватые. Сама по себе она вот так вот выглядит. Молочный цвет. Твердая, монолитная, с желтыми вкраплениями, растворяется в нежный крем, без крупинок, немного поскрипывает. Вкус подвальный, с молочными нотками. Кстати, в принципе, похоже описание, да, на ливадию. Давайте будем пробовать. То ли побольше, то ли поменьше кусочек. Вкусненькая. Вкус подвальный с молочными нотками. Здесь будто бы, как и в ливаде вкус, но он достаточно такой заглушенный. То есть в ливаде он прям насыщенный. Немного поскрипывает. Скрипа я здесь вообще не ощутил. Без крупинок. Да, в принципе, я бы, наверное, не согласился. Хруст есть хороший, и крупинки тоже присутствуют. Но она действительно, вот написано, не залипает, тает в нежную кашицу. И вот оно будто бы не соответствует, вот эти два слова, так скажем, с собой не залипает и кашица, да? Потому что данная глинка
действительно уходит в нежную, прям такую смачную кашицу. Но и залипание есть не сильное, но тем не менее оно присутствует. Твердая, монолитная, с желтыми вкраплениями. По факту, чем она еще от ливади отличается, это желтыми вкраплениями. То есть структура такая же пористая, но желтые вкрапления в ней попадаются, а предыдущая глина была чисто вот молочного цвета и ничего более. Ну, вкусно. Если та 8-9 из 10 получает, то это 7-8. Потому что достаточно похожие глинки, но та прям такая помощнее по раскрываемости вкуса, по структуре. А это будто бы то же самое, но заглушенное. Но в целом вкусненько. Это у нас был мангуб. Давайте следующая глина у нас... Я тут подумал, и подумал, что дальше у нас мел. Вкуснятина. Последний раз мелок кушал на предыдущем ролике. И, видимо, мне это очень сильно понравилось, что через пару дней уже решил заснять следующий. Итак, следующий у нас алокат. Вот он. От средней твердости, легко откусить, не залипая, тает в нежную кашицу, вкус пыльный, земляной, есть легкое поскрипывание. Легенькое такое описание. Что я могу сказать касаемо цвета? Цвет красный, желтый, белый, молочный. Что ж, раз она легко откусывается, давайте я даже попробую от большого куска ее тогда откусывать. Доверимся, так сказать, описанию. Я кусок, который взял, он больше бело-желтый, чем предыдущий, который у меня снизу лежит. Пал кусочек песчанки. Ну что, давайте описание. Средней твердости абсолютно согласен. Легко откусить. Опять же, вот если мы кусаем от подобного кусочка, он правда очень легко откусывается. От большого довольно сложно откусывать. Не залипает. Ну, есть долька небольшая залипание, но она прям еле ощутимая. Тает нежную кашицу, согласен. Вкус пыльный, вот вкус очень насыщенно пыльный. Мне он прям понравился. Земляной тоже согласен. Есть легкое поскрипывание. Тоже соглашусь, поскрипывание действительно небольшое присутствует. Описание идеальное. По маркости, кстати, они в принципе все, как этот, так и предыдущие, которые сейчас были, средней маркости. Ну, не очень нравятся, в общем. Поэтому по оценке здесь будет тоже в районе 8 из 10. Вкусненькая глинка. Особенно вот это вот насыщенная после вкусия именно пыльная. Мне понравилось.
Почему-то мне показалось, что я здесь почувствовал еще сластинку небольшую. Так же, как в прополисе. Ну, вот так вот показалось. По структуре, структура здесь тоже пористая. Она прям ощущается, когда ты откусываешь. От большого куска непонятно, а вот когда ты откусываешь маленький кусочек, она прям чувствуется, эта пористая структура. В общем, переходим мы к глине Solar. Solar у нас очень сильно похож. Вот есть один стандартный кирпичик, монолитный, глина орская. А второй, получается, идет такой рассыпчатый. Обе называются кирпичик. Так вот, здесь также такое чувство, будто это у нас в одном проявлении глина шоколад, там точнее была, это в другом просто проявлении, называется Solar. Что касаемо описания. Рыхлая, не твердая, пористая. Кусочки с растворимой крупинкой, с хрустом. В конце легкая сливочность, нет вязкости, пряный вкус. Соленоватое послевкусие. С солинкой, значит. Выглядит она у нас вот так. Ну, действительно, видно по ней, что это достаточно такая рыхловатая глинка. Посмотрим, получится. Ну да, она прям вот отламывается. Очень легонькая такая. Пахнет чем-то, нет? Нет, так не чувствуется. Ну что, давайте пробовать. Сначала хотел сказать, что действительно походит на вот этот кирпичик. Но оно как пирожное какое-то, как безе. Вроде бы очень рассыпчатое, но ты прям откусываешь. И оно прям сливочное такое. Ни одна глинка еще с такой структурой не попадалась. В общем, очень вкусная и насыщенный вкус. Итак, рыхлая согласен, не твердая. Абсолютно. Пористая тоже согласен. Кусочки с растворимой крупинкой тоже согласен. И хрустит. Хруст действительно есть. Здесь хруст есть за счет того, что она вот правда как пирожное. Ты прям откусываешь, и она сначала хрустит, а потом начинает, как сказать, ну вот именно в кашицу уходить. В конце легкая сливочность, согласен. Нет вязкости, вязкость здесь есть. Пряный вкус, тоже согласен. Соленоватое послевкусие. Знаете, что еще заметил? Ты ее когда откусил, и вот там все вот эти вот кусочки, раз она очень рыхлая, кажется, будто бы ты вот откус сделал, и все эти кусочки это прям камни, которые дальше не разжуются. Ты ее смакуешь, и она прям растворяется вся в кашицу. Вот это вот прям классно. Ну, я говорю, структура очень суперская. Пытаюсь про солинку понять. Ну, я честно скажу, я не почувствовал здесь вообще даже микросолинки никакой. По оценке, блин, ну, 10 из 10. Структура классная, вкус очень насыщенный. Причем также здесь вкус довольно пыльный. Сильно очень раскрывается и хорошо. Глинки какие-то, что ли, классные в этот раз. Мне даже особо мелом хрустеть не хочется. В общем, последняя глинка.
но не совсем. Глина, топленое молоко. Если быть точнее, то нежнейший глиномел с молочным, с минимальным скрипом из-за кремния в составе. Откусить относительно легко. Это тоже такая завуалированная формулировка, потому что, ну, скорее всего, от маленьких кусочков еще как-то откусывается, а вот от большого уже сложновато будет. Молочного цвета, не залипает, без крупинок, тает в сливочную нежную кашицу с минимальным поскрипыванием. Не залипает. Идеален для тех, кто любит глины Астана. Четкое пыльное послевкусие, которое сохраняется до конца. Это настоящая крымская находка. И сейчас бы я этой самой крымской находкой похрустел, дабы не забыв себе оставить его. Потому что глины эти поступили, наверное, месяц назад. Я выкладывал в группу информацию о том, что вот крымские глины поступили, просто описания еще не было. И в итоге этот глиномел полностью разобрали, его, к сожалению, не осталось. Я его пробовал, действительно очень вкусненький глиномел. Мне понравился, опять же, по сути, вот такую глину, да. Многие предыдущие можно было бы назвать глиномелом за свой цвет, за свою структуру. Потому что, ну, они очень сильно похожи на подвислое по структуре. Хорошо такое просушенное подвислое. Поэтому не совсем понял, почему он глиномел. Если вот это все глины, то по факту и там тоже можно было назвать глиной, но назвали глиномел. Обязательно при следующей поставке, в общем, я его попробую на ролик. И мы это описание сравним с тем, соответствует оно действительности или нет. Итак, глина Массандра. Вот она глина, только что я вам ее кусочек показывал. Блин, ну этот как выглядит, как хрустит, какое сочное, пыльное вот это послевкусие. Пряное. Не до конца понятно. Скрип, кстати, мне тоже присутствует. В общем, давайте, Массандра. Хорошо просушенная, имеет четкий звонкий хруст. Твердая, желательно ее расколоть на мелкие кусочки пластинки. При разжевывании обволакивает, но не залипает. Сушит. Глина имеет пыльный вкус после дождя, в конце легкая сливочность. Есть... Кто ж так пишет-то? Поразительный... есть... В общем, я не помню, что я там написал, но помню суть того, что было сказано в описании. Есть, в общем, неудивительный для крымской глины нежный скрип из-за содержания кремния. Чуть больше, чем в топленом молоке. Топленое молоко, к сожалению, мы не попробовали с вами. Молочный, теплый, молочный желтый цвет. С цветом абсолютно согласен. Цвет молочного молока где-то есть вкрапления такие желтоватого цвета. Глинка что-то мне очень сильно какую-то глинку напоминает. По структуре она, кстати, будто бы похожа на глину Актобе. Ну, давайте пробовать. Очень сильно сушит. Хорошо просушенный, имеет четкий звонкий хруст. Абсолютно согласен. Твердая. Ну, наверное,
Я бы не назвал ее твердой, то есть даже от такого куска она довольно хорошо откусывается. Желательно расколоть на крупинки, на пластинки, на мелкие кусочки. Тут опять же не обязательно, потому что откусывается легко. При разжевывании обволакивает. Ну, я согласен, но опять же обволакивает только потому, что она очень сильно сушит. Но не залипает, тоже согласен. Сушит, согласен. Глина имеет пыльный вкус после дождя. В принципе, тоже согласен. В конце легкая сливочность. Сливочность действительно есть. И действительно легкая. А по вкусу, на самом деле, она довольно пыльное послевкусие имеет. Есть скрип. Сказать честно, скрипа я вообще не почувствовал. Молочный желтый цвет. Ну, молочный, желтый, в принципе, согласен. Но здесь в основном он молочный, просто желтые вкрапления попадаются. Что еще хотел бы сказать? Здесь первый раз от какого-то кусочка откусил. И глина мне, знаете, что напомнила? Вот по структуре даже, кстати, они похожи с мелом Акбулак. И что она мне еще... Он прям горький какой-то кусочек очень попался. Я сначала думаю, офигеть, она что, вся такая, и в описании вообще ни слова про это. Но в итоге попробовал другой кусочек, нет, такого нету. Здесь тоже нету. И тут нету. Скорее всего, кусочек такой просто попался. В общем, глинка очень классная. Я бы еще в описании, в принципе, добавил, что это пористая глинка. В принципе, в целом описание идеальное. В общем, как-то так. Вот так вот оно идеально работает, когда есть описание. Потому что я практически полностью со всем описанием по каждой глине согласен. И, соответственно, сидеть и, так скажем, подбирать слова здесь не нужно. Ну, в общем, по оценке, здесь из-за структуры вкуса, пыльного послевкусия 8-9 из 10 Solar занимает первое место. Очень вкусная глинка. Структуру я вообще ни у одной глины такую не встречал. Просто вау. Нам останется с вами попробовать, получается, только топленое молоко глиномел. Ну и в целом все. Быстро мы по крымским глинам как-то прошли. Всего лишь, нифига себе быстро, 50 минут прошло. Чуть-чуть побыстрее, чем с башкирскими. Подвисло. Здесь у меня, по-моему, еще кусочки были подвисло. Прям вкусненький оказался. Не оно, а вот он. В принципе, очень вкусные. Но у меня взгляд, взор и по всем вкусам я вот смотрю только на Solar. Прям уж очень он мне понравился. Изначально на него так смотрел, думал, офигеть, скрипучая, наверное, капец какая глина, очень мягкая. Не понравится. Но кто же знал, что оно будет вот так вот. Но она действительно очень мягкая, рассыпчатая, при этом имеет хруст и уникальную структуру. Просто вау. Что из новинок? Из новинок, во-первых, описание каждого сорта, где-то, возможно, что-то еще добавлю, смотрите в описании данного ролика. Также для оформления заказа переходите в описание ролика, там есть ссылка на ВК, на WhatsApp, на Instagram. И сейчас, чтобы посмотреть хруст, это отдельные ролики, да, которые, допустим, из YouTube, вот ролик здесь 50 минут целых идет. Чисто хотите хруст посмотреть? Также в описании ролика указана ссылка на меловой хруст ВКонтакте, меловой хруст в Телеграме, меловой хруст в Инстаграме. Переходите на удобный для вас мессенджер и там смотрите хруст. В общем, как-то так. Буду думать, что заснять для вас в следующем ролике. Крымские глины мне очень здесь сильно понравились. Было удивлением, что что-то похоже на кимрийскую глину. Некоторые отсылки, допустим, есть к к орским глинам.
Прям с огромной сливочью, с мега залипанием. Здесь ничего не попалось, что меня тоже, соответственно, радует. В общем, спасибо большое всем за просмотр. Давайте немножко похрущу, наверное, крупинкой. И будем закругляться. Мелок, крупинка.